Здравствуйте, друзья! Вы на канале Трофим про Америку. В этом выпуске мы с вами побываем на автосвалке. Эта автосвалка принадлежит частному лицу. Человек имеет эту территорию. Он скупил разные разбитые, убитые авто, расставил их по моделям. Вы приходите сюда со своим инструментом и ищете вашу модель и снимаете любую запчасть, что вам нужно. Вот то вот виднеется зеленое здание, это офис. Туда приходите, и чтобы сюда зайти, нужно заплатить $2. И они даже ничего не спрашивают. Заплатил $2, приходишь и находишь свою модель. Вот, допустим, у вас вот такая Mazda. Что вам надо? Например, смотрите, вот хорошая дверь, да, двери хорошие. Можете снять эти двери. Если посмотрим внутри, да, тут уже, видите, много чего растаскано. Ну, допустим, вот кому-то панель надо. Хорошая еще панель. Впереди, вот, как видите, мотор отсутствует. Уже кто-то купил. Фары кто-то уже забрал. Вот, допустим, да, хороший капот еще целый, абсолютно целый. Лобовое стекло. Те вещи, которые не можете сами снять, надо просить рабочие. Тут есть специальные механики, и они придут. И то, что вы не можете снять, они для вас снимут. Например, вот двигатель. Это же не каждый может прийти его и снять, это же понятно. То для вас его снимут. И... Ну, в основном еще очень много уже снятых двигателей, трансмиссий находятся там вот в гаражах у них. И можно просто прийти и сказать: моя модель такая-то, такая-то, и мне нужен, допустим, двигатель. И покупаете там. Естественно, все стоит намного дешевле, чем это брать новое у дилера или в магазине автозапчасти. Ну, сейчас я найду машины, которые есть поинтересней, поновей, посмотрим. Здесь в основном автомобили от 2010 года и старее. Также есть джанки, где машины новые, разбитые, но там в основном не пускают ходить сам. Там надо заказывать запчасти и вам принесут. Нельзя ходить во дворе. Но тут вот видите, какая лафа. Для любого мужика прийти и полазить, разобрать, снять любую запчасть, которая вам нужна. Сейчас будем искать посвежее какую-нибудь марочку. Вот смотрите, какой антиквариат даже есть. Я даже не знаю, что это за модель. Каких-то 40-х годов. Не, новее, наверное, 60-х. Вот я нашел Mitsubishi Galant. Смотрите, фары. Одна фара вот целая. Если надо, вам можете прийти, вот купить целая фара. Бампер, конечно, убитый. Крышка багажника в хорошем состоянии. Вот, можно прийти, купить, кому надо. Двери абсолютно целые. Вот, снимайте полностью двери, если вам нужно. Смотрим, вот морда, крыло. Ну, крыло так чуть-чуть убитое, но его можно починить. Бампер, вот видите, в каком состоянии. Такой, конечно, не самое лучшее состояние, но все же. Двигатель здесь есть. Покупайте все на свой риск и страх. Вот смотрите, генератор можно снять, купить. И тут можно перечислять бесконечно, что можно снять и купить. Вот, походу, фара целая. Давайте заглянем в салон. Смотрите, эти подушки безопасности даже не выстреленные. Можете купить вот подушка безопасности. Кстати, дорого стоят они. Ну вот, смотрите, панель в каком хорошем состоянии. Можно ее всю снять и забрать. Сиденья грязненькие немножко, но все же снимайте эти сиденья. Двери, смотрите, все присутствует. Ничего никто не забрал, не купил. Вот. Сейчас мы тут с вами погуляем, и я вам буду показывать некоторые такие модели, которые самые новые. Интересно, что там у них еще можно купить. Вот, Honda Accord, капот уже отсутствует, двигатель присутствует, может даже хороший двигатель. Абсолютно вот нормальные двери тоже. Снимаете это все, смотрите, крышка багажника со спойлером. Практически целая вся задница. Заглянем, что там в салоне. Ну, тут, конечно, все убитое. Магнитола еще присутствует. Воняет очень сильно старым. Но, однако, если чего-то кому надо, роете, рыщите и покупаете все, что вам нужно. Довольно-таки очень большая территория. Тут, чтобы все обойти, надо очень много времени. Ну, когда вам конкретно что-то нужно, то вы приходите и быстренько стараетесь найти вашу модель и снять все, что нужно.
В основном, я смотрю, здесь мексиканцы вытаскивают запчасти, и такие простые такие небогатые американцы здесь все это вытаскивают и разбирают. Вот смотрите, тут долбят машину всю по кускам, уже разбабахали всю, что-то вытаскивают там. Смотрите, вот внедорожник какой. Много-много запчастей можно еще с него снять. Двигатель, конечно, убитый, но однако дербаньте все, что вам нужно. Вот, пожалуйста, любители Audi. Смотрите, сколько можно всего еще купить с этой машины. Закроем багажник. Смотрите. Вся задница целая. Все, что нужно, снимайте, пожалуйста. Двери целые. Смотрим, какой салон. Панель целая. Эрбэги не взорванные. Снимайте, покупайте. Пассажирское крыло целое. Фары присутствуют. Неизвестно в каком состоянии, но они здесь есть. Мотор тоже присутствует, весь раздербаненный. Капот абсолютно в хорошем состоянии. Если надо вам, снимайте, пользуйтесь. Вот первого немца я только встретил. Посмотрим, если еще тут есть, может, BMW найдем. Вот тут Kia, семейный такой минивэн. И вот, пожалуйста, можете разбирать сколько хотите, что хотите. Для мужиков здесь, конечно, удовольствие. Вот так приезжай и снимай, что хочешь, разбирай. Можно даже приехать потренироваться. Допустим, у вас что-то случилось с вашим авто, и вы боитесь сломать это. Что? Вот приезжайте, тут тренируйтесь, как говорится. Вот автомобили-доноры. А вот еще немец повстречался. Вот внедорожник BMW. Смотрите, вот двери целые. Сзади вот фары присутствуют. Крышка багажника тоже присутствует. Почему-то не закрывается. Идем с пассажирской стороны. Также мы видим, что двери, вот, пожалуйста, снимайте. Тут внутри тоже можно много чего поиграться, поснимать. Вот. Много хлама, конечно, внутри. Ну ничего. Двигатель отсутствует, но капот в хорошем состоянии. Трансмиссия тоже, естественно, отсутствует. Вот старая Honda Accord. Это примерно 96-го года. Видите, в каком она состоянии. Таких на дороге уже редко увидишь. Но, однако, вот, если у кого еще такой антиквариат остался, можно прийти и вот взять разные запчасти. Сейчас проверим, если двигатель еще здесь остался. Да, двигатель еще никто не купил. Вот тут генератор. Легко снять. Еще видите, оно у них как бы не в полном порядке, но вот такие на крыше номерки стоят, но не везде. Значит, немножко здесь у них бардак как бы. Ну а так вот приходишь, говоришь, мне надо вот такая-то, такая-то модель, они тебе говорят номер 23. А здесь я еще вот немца заметил, Mercedes. Смотрите. Ну, а тут, конечно, крышка уже убитая. Вот задние фонари целые. Бампер нормальный. Абсолютно целые двери. Внутри у нас большинство панелей присутствует. Можно вот купить эти кожаные сиденья, почистить их. Я бы так сказал, не в плохом состоянии сиденья. Вот, одна фара присутствует. Двигатель на месте. Вот, пожалуйста, снимайте все, что вам нужно. И стоит все это недорого.
Гораздо дешевле, чем вы поедете, купите у дилера или в автозапчастях. А здесь вот я нашел мини-купер. Он такой довольно свежего года. Я не знаю, какой точно год, но это свежий. Даже диски присутствуют в таком приемлемом состоянии. Двери абсолютно целые. Крышка багажника абсолютно целая. Видите, фары задние отсутствуют. Двери присутствуют. И что удивительно, все колеса на месте. Вместе с резиной. Ага, заваленная в мотор. Очень сильно заваленная. Вот эти все автомобили, что вы наблюдаете, это только на запчасти. Если кто-то вздумает купить весь автомобиль, то вполне возможно, что нельзя это делать, только на запчасти. Ну, я скажу вам, что в Штатах это и не нужно никому покупать ее всю такую. А вот там мы посмотрим в конце, перед тем, как я буду уходить, вот там машины абсолютно целые. Ну, там, может, такие мелкие погрешности, но они на ходу. Вот они продаются целиком, и можно своим ходом уехать. Посмотрим в конце видео. А здесь вот мы наблюдаем такой минивэн. Chrysler по ходу дела, да. Ой, какой цвет. А тут вот линейка Даджи, Chrysler. Пожалуйста, наблюдайте. В основном вся панель присутствует. Двери целые. Крылья целые. Бампер целый. В основном. Бывает, люди покупают машины разбитые с автоакшена и потом запчасти покупают здесь, чинят эти автомобили и продают потом. И когда в 90-е годы, когда славяне только начали ехать в Штаты, они начали заниматься этим бизнесом, покупать разбитые машины, покупать потом запчасти вот с таких вот джанок, свалок, и восстанавливали и продавали. Сейчас этот бизнес уже немножко хуже стал, но все же этим славяне много еще занимаются. А тут вот такой вот Chrysler PT Cruiser. Тоже, как видите, много чего присутствует. Двери, немаловажно. Посмотрим, какой салон. Салон в основном присутствует, еще его не раздербанили. Вот, если хотите, можете все это купить, снять. Ага, сиденье, значит, в плохом состоянии. А так, в основном, смотрите, вот панель, стерео сняли. Морда, капот присутствует. Крыло пассажирское, драйверское присутствует. Вот, смотрите, мужик, видите, притащил свою тачку, инструменты и дербанит все, что ему надо, снимает, складывает в тачечку. Вот, смотрите, какой чарджер. Это примерно 2005 года. Это вот еще один дач. Я смотрю, много дверей присутствует на автомобилях. Никто еще их не купил. Удивительно даже как-то. Капот целый. Часто бывает вот так вот двигатель стуканул, и люди ее полностью всю сдают на свалку. И не хотят ничего с ней делать больше. А этот вот предприниматель, бизнесмен, он скупает эти машины, потом по запчастям продает и неплохо на этом зарабатывает. Вот так примерно, может, он купил эту машину за долларов 200, а потом по запчастям продал ее и наторговал на 2000. Ну, это я образно говорю. Ну, примерно так. Я когда был тинейджером, любил сюда приходить. У меня были бюджетные бэушные машины. Я приходил, тут разные запчасти покупал. Было очень интересно это делать. А это все вот линейка американское старье. Вот тут мы наблюдаем Jeep Cherokee. Давайте посмотрим на него. Двери на месте, капот, фары, решетка, бампер. Даже двигатель присутствует.
Салон практически весь на месте. Стерео только нету, а так все есть. Вот так вот, друзья, автолюбители. Интересно это все для мужиков. Вот, пожалуйста, видите, стерео. Вытаскивайте, покупайте. GVC. Toyota Corolla. Примерно 2003-2004 года. Двери все на месте, абсолютно все. Крылья. Двигатель присутствует, разбитая в морду. А вот смотрите, какая Volvo фургон. Двигатель на месте, смотрите, фары на месте. Разбирайте, снимайте. Практически вся целая, только колес нету. Куча запчастей можно с нее надергать. И салон убитый, конечно, но все присутствует, даже стерео на месте. Ну и так, друзья, тут можно часами ходить. Сотни разных машин. Приходите со своими инструментами, разбирайте, снимайте, находите вашу модель и берите запчасти разные, какие хотите. И очень доступные, дешевые запчасти получаются. Так что, друзья, пишите комментарии, кто будет смотреть, с какой страны, если есть такое у вас. Мне все интересно. Ну и в конце, как я обещал, мы сейчас пройдемся, посмотрим машины, которые продают целые здесь. Ну и вот все эти машины, я не знаю, сколько их здесь. Они, конечно, все старые, убитые. Смотрите, ценники. Это у нас Honda Accord. Примерно такая идет с 98 года по 2002 Honda Accord. Давайте глянем, в каком она состоянии. Но они на ходу все, вот эти здесь машины, которые я сейчас показываю. Они замкнутые, к сожалению. Не хотят, значит, они, чтобы там люди лазили. Не смогу я снять салон. Ну вот давайте пройдем, посмотрим линейку всех этих авто. Что мы здесь имеем? Jeep Cherokee, Nissan, внедорожник. Вот давайте посмотрим этот внедорожник. 1599. Значит, на ходу он. Какой пробег? Это все надо, естественно, узнавать. Идти в магазине, спрашивать. Может быть, сейчас мы прочитаем. А нет, тут все диджитал, ключей нету. Ну так вот, салон чуток раздербаненный. Отсутствует стерео. Отсутствует тут обшивка вокруг руля. Ключи, значит, надо брать внутри идти. Если, допустим, я заинтересованный, хочу проверить ее, прокатиться. Вот такой вот внедорожничек, ниссанчик. Ну так я даже удивляюсь, такой довольно чистый. Давайте посмотрим, что это за конкретно Nissan. Какая-то Xterra. Да. Старая эта модель. Может быть 2005 года примерно. Вот, покупайте, доводите до ума и катайтесь. Бюджетный вариант. А здесь у нас япошка. Toyota Camry. Это примерно какие года у нас идут они? Ну, тоже где-то 2000, с 2001, я думаю, до 2006 года идет такая body style. Давайте посмотрим салон. Ага, салон, значит, убитый, грязный, все чистить надо. Давайте посмотрим, как тут у нас панель, стерео на месте. Значит, еще кассетник есть. CD-плеер. Все это надо вычистить. Ну, пробег я примерно могу догадаться. Где-то 200 тысяч миль, наверное, пробег. Все целое, на ходу. Кто приедет в Штаты и нету денег, покупайте вот такой агрегат и катайтесь. $1999 стоит. $2000 без доллара. Салон очень сильно грязный. Вот, если хотите такое купить, то придется вам почистить очень хорошо. 2 ведра порошка туда придется высыпать. Вот я решил даже вам движок показать, какой здесь. Видите, какой весь грязный, в масле.
Да, это, конечно, машина убитая. Если кто ее купит, придется много тут с ней возиться. А здесь у нас Фордик. $1599 стоит. Значит, такой вот внедорожник. Сейчас мы пойдем глянем. Я думаю, это что у нас тут? Сейчас глянем. А, это Escape. Ford Escape. Посмотрим, какой салон. О, какой чистый салон. Прямо как новая, я вообще удивляюсь. Обратите внимание, чистая такая вся. Вот тут только стерео отсутствует. Очень чистая, аккуратная машинка. Видать, очень был порядочный, хороший хозяин в этой машинке Фордика. Очень чистая, я прямо удивляюсь. Да, тут у нас идет Subaru. Какая-то она вся убогая, разбитая, перекошенная. Колеса спущенные. Видите, салон нормальный такой, все надо вычистить только. Subaru Outback. All-wheel drive. Так что, друзья, в Соединенных Штатах техники валом. Тут столько техники, что поэтому тут каждый на машине гоняет. Это вообще не проблема. А вот такой же Ford, как мы наблюдали ранее, видите, с наворотами разными. Это против оленя. Если оленя поймаешь, машина будет целая практически. Ford Escape. Посмотрим, какой здесь салон. А здесь чуть похуже, но однако тоже неплохо. Все присутствует, стерео на месте. И вот такое удовольствие будет вам стоить меньше $2000. Здесь такой молодежный вариант, это Scion TC. Ну, это то же самое, что и Toyota. Это Toyota их делает. Scion. Замкнутая тоже, к сожалению. Ну, в таком терпимом состоянии. Хотят за нее $2000. Давайте попробуем проверить, может здесь открытая дверь. О, открытая, нормально. Конечно, грязный все, смотрите, отсутствует панель на двери. И последнюю машинку вам покажу. Honda Passport. Это примерно 2000 год и старее. В таком вот состоянии салон. Ну, конечно, старая, очень убитая. Ну вот это, видите, гаражи. Здесь вот, видите, резина разная. Вот тут вот, смотрите, целый поддон таких вот генераторов. А это все убитые генераторы. Ну, на этом, друзья, я буду заканчивать видео. Сейчас покажу вам офис тут, где вот в офисе тут еще запчасти кое-какие продают. Вот, называется Pick and Pull. We sell parts. Потяни и вытащи, мы продаем запчасти. А здесь, видите, в офисе продаются колеса вместе с резиной. Вот за эти 4 колеса вы заплатите $250 на Nissan. А здесь вот 4 колеса на Chevrolet, $200 за 4. Ну, резина такая, видите, уже практически убитая. $200 покупайте и ставьте. А здесь вот 4 колеса вместе с резиной, $250 для внедорожника Jeep Cherokee. 4 колеса на BMW, цена $225. 4 вот
нормальные такие, видите, протектор такой еще более-менее пойдет. На этом все, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч на канале.